Всем привет! Видео сегодня для Елены, Липецкая область, город Грязи. Вопрос у нас стоял в чем? Потолок в коридоре, последний этаж и немножко чуть-чуть подкапывает, скажем так. Желтые пятна копятся на потолке. И как можно этого избежать? Совсем избежать этого нельзя, но можно как-то минимизировать вот это вот, чтобы было меньше видно. Мы выбрали штукатурку декоративную Ривьера. Она для внутренних и наружных работ. Волокнистая штукатурка, которая прячет дефекты и держит небольшие трещины. Чуть-чуть мы ее подколеровали. На самом деле она белая. Мы ее немножко подколеровали, чтобы вам для кадра было видно, что мы делаем. В Ривьере большое количество связующего вещества, и вот на это я рассчитываю, что какой-то процент, то есть потолок останется белым. По крайней мере, он останется белым дольше, чем если бы он был просто крашеный. И мы должны нанести штукатурку на потолок. Смотрите, образец специально выбрали такой дефектный. Тем самым хотим показать, что дефекты скрываются. И небольшие такие, как бы не особо объемная фактура. Потолок все-таки, чтобы не было тяжело, чтобы не давило. Небольшая немножко фактура. Наносим слоем таким. Вот видно теперь, что колерованная штукатурка. Наносим однородный слой. Коридор делится на две части, и я предлагаю нанести сначала одну часть потолка, дать высохнуть, полностью завершить, и потом вторую часть потолка, чтобы точно знать, что все получается красиво. И небольшие холмики, как бы вот чуть-чуть. Видно волокна, и фактура не тяжелая, а небольшие холмики видны, что все-таки эта штукатурка фактурная. Наносим так же, как и на стенах, небольшими участками. Нанесли участок, создали рисунок, фактуру, наносим следующий участок, соединяем сырое с сырым, эффект мокрого края. Углы внутренние все сразу прорабатываем, чтобы потом не лазить и не подделывать, не подмазывать. Немножко оставляем вот такие вот холмистые наплывы. Вот так. Расход у Ривьеры здесь будет, примерно кило 300, наверное. Вот на моем образце будет 1,5 килограмма на квадратный метр, потому что он у меня совсем кривой. А в вашем случае все-таки потолок был шпаклеванный, ровненький достаточно. У вас примерно кило 300 будет расход. И небольшие холмики оставляем. Вопрос сразу же возникнет. Если падает немного на пол, можно ли это смыть? Можно, но лучше все-таки пол застелить пленкой, например, или картоном каким-то, неважно, чтобы не скоблить. Потому что когда штукатурка высохла, ее достаточно сложно отмыть. Да, она отмывается, но сложно. Материал крепкий. Вот так. И оставим сохнуть. Оставим сохнуть и закончим. После полного высыхания штукатурки декоративной, посмотрите поближе. Есть вот острые края. Видите? Надо с кельмой счистить просто их, чтобы не царапало руку. Вот так берем кельму и счищаем. Все проверяем, все гладенько, ничего нигде не царапает. У нас с вами потолок, и мы решили, что мы штукатурку окрасим в белый цвет. Хоть она и по умолчанию белая сама в массе, но она не такая достаточно белая, как краска. Все-таки я бы в данном случае окрасила, и у нас с вами это укомплектовано, вы получили краску в том числе. Окрашиваем. И оставляем сохнуть. Краска сохнет достаточно быстро.
Ну, у вас потолок, площадь небольшая, я думаю, что вы покрасите, и через пару часов еще и второй слой можете покрасить, если требуется. Такая получается беленькая ривьера для потолка. Повторяться не буду, почему мы ее выбрали на потолок, по-моему, я это уже говорила. И все в белый цвет. Вот такая она беленькая будет, красивенькая. И по верхушечкам мы сейчас еще дополнительно пройдемся перламутром, чтобы был хоть какой-то эффект. Вот не просто намазана штукатурка, а чтобы было более красиво. Ривьеру мы используем, потому что она волокнистая, потому что она для фасадных, в том числе, работ. В ней большое количество связующего вещества. И мы предположили, что покрывая потолок ривьерой, мы получим срок службы более длительный. То есть где-то какие-то пятнышки, дефекты будут дольше скрываться. Все, покрасили, оставляем сохнуть. И после того, как высохла краска, мы добавляем немного перламутра серебристого. Вот. По верхушечкам постараемся. У нас здесь совсем небольшая фактура. Нам нужно как-то постараться по верхушечкам. То есть мы на губку берем совсем слегка. Можно вот остатки обтирать об крышку где-то, об край. И прямо еле-еле касаясь, еле-еле, посмотрите поближе. То есть мы почти не касаемся, мы только по гребешкам стараемся. Гребешочки. И руку тоже вот так вот поворачиваем вправо-влево, вверх-вниз, чтобы даже если где-то будут повторяющиеся движения, то они были более логичны, что ли, как-то. Стараемся по гребешкам. То есть вот мы немножко достаем наружу. Все-таки это у нас декоративная штукатурка. И чтобы люди, кто к вам придут в гости, это видели. У вас штукатурка декоративная на потолке. Очень красивая, беленькая, ненавязчивая. Я надеюсь, что мы вам помогли в решении вашего вопроса. И вы можете также обращаться, звонить, писать, консультироваться в процессе нанесения. У вас сейчас он только начнется. Обязательно пишите, звоните. Лучше лишний раз спросить и сделать правильно, чем постесняться и что-нибудь вдруг не получится. А нашим зрителям, кто смотрел сейчас параллельно, тоже рекомендуем обращаться к нам за декоративной штукатуркой, потому что мы сопровождаем вас, сопровождаем при нанесении. И у нас официальные цены, у нас стоимость, ну, скажем так, от некоторых регионов даже она у нас низкая получается. Ну и главное, это сопровождение. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте поставить лайк. А еще, между делом, если вы хотите поддержать наш канал, просто репостните его к себе на страницу и все. То есть сейчас, допустим, очень, упадок, скажем так, зрителей, потому что в ленте вылазят там какие-то действия военные или еще что-то, и ремонт уже мало интересен, а нам нужны зрители. Если вы наши зрители, если вам нравится наш канал, просто репостните его, пусть другие тоже знают, что есть такой магазин, есть такой салон, кто комплектует для вас все необходимое и сопровождает при нанесении как простых людей, так и начинающих мастеров. И работаем по всей России. Ну и все, и всем пока, всем спасибо.